Этери – большая легенда, чем Медведева, иностранцы о статусе Евгения. Много лет Евгения Медведева приковывает к себе внимание иностранных болельщиков и СМИ. Несмотря на появление юных звезд в лице Александры Трусовой, Алены Косторной, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой, интерес к Евгении не идет на убыль. Эту талантливую и успешную фигуристку ни в коем случае не забывают. Сегодня иностранные пользователи спорят, можно ли считать Евгению Медведеву последней легендой фигурного катания России, в контексте ее довольно продолжительной карьеры. Когда мы думаем о легендах фигурного катания, мы думаем о фигуристах с долгой и успешной спортивной карьерой. Мишель Кван, Юна Ким, Юдзуру Ханю. Хотя успешная карьера Медведевой длилась только с 2014 по 2019 год, сможет ли она стать последней стабильно конкурентоспособной фигуристкой в России, где постоянно меняются чемпионки? Алина продержалась всего 3,5 сезона. Трусова, Щербакова, Косторная провели только один полноценный год на взрослом уровне перед вирусом, а Федерация фигурного катания России уже сделала ставку на Валиеву и других многообещающих юниорок в следующем сезоне. Это новая эра женского фигурного катания в России, но не слишком ли безжалостен такой устой? Смотря что вкладывать в понятие легенды. Мне кажется, есть много способов стать легендой. Евгения может быть последней российской фигуристкой с продолжительной карьерой и большими успехами. Но если Саша Трусова закончит завтра со спортом, ее также будут называть легендой. Лично я не думаю, что статус легенды заслуживают только фигуристки с долгой карьерой. На ум приходят Юлия Липницкая и Тара Липински. Сильно сомневаюсь, что мы когда-нибудь забудем девушек-революционеров женского катания. Александра Трусова, я думаю, войдет в историю. Мне нравится, когда фигуристки долго выступают, потому что я вижу, как они прогрессируют, и наслаждаюсь новыми программами. Но не стоит осуждать, например, и Алину Загитову за завершение карьеры. Мне понравилось ее пребывание на вершине, пусть и недолгое, и теперь мне приятно видеть, как она наслаждается молодостью без стресса соревнований. Настоящей легендой в современную эпоху российского фигурного катания является Этери Тутберидзе. Она буквально возвышается над своими великими ученицами. Что касается статуса, Алина на пути к тому, чтобы стать легендарной в России, в равной степени благодаря достижениям и поступкам вне льда. Долгая карьера, конечно, лучше запоминается, но невероятная конкуренция зрелищна. Это компромисс. Вместо доминирования нескольких фигуристок, большее количество девушек получают возможность реализовать мечту и попробовать себя на вершине, хоть и в течение более короткого времени. Если есть кандидат на звание легенды, то только Лиза Туктамышева. Кто-то писал в комментариях, что она никогда не покидала топ-10 лучших в России за всю свою карьеру. Если правда, это безумие. Большой шлем Алины вне зависимости от продолжительности ее карьеры довольно эпичен. Евгения находится почти на одном уровне, многократная чемпионка мира, олимпийская серебряная медалистка. Как ни крути, женское катание России – это нечто. Мне любопытно, почему некоторые так торопятся назвать кого-то легендой. Квадистки только-только появились на сцене, поэтому лично я за то, чтобы терпеливо ждать и наблюдать за развитием ситуации в среде талантов. Не думаю, что Медведеву будут помнить как легенду, как Ханю и Ким. Евгения запомнилась больше тем, что именно она начала доминирование в фигурном катании россиянок с короткими карьерами и неровными результатами. Ее период лидерства неоспорим, но он был недолгим, по сравнению с большинством легенд. Звучит резко, но я не пытаюсь критиковать, это просто мое мнение. Молодые талантливые фигуристы часто подвергаются критике за то, что свергают прежних любимцев. Успех Ханю на раннем этапе его карьеры был встречен в штыки фанатами Такахаси, но теперь, спустя годы выступлений, он стал легендой. Карьера Евгении была слишком короткой, чтобы она успела также окрепнуть. Тенденция одноразовых русских фигуристок и беспощадная конкуренция продлятся недолго. Фигуристки из США доминировали в 90-х и начале 2000-х, но этого больше нет, тенденции меняются.
Думаю, юным фигуристками обидно видеть, как быстро выбывают восвояси их талантливые коллеги. Печально, что такую молодую и талантливую Алену Косторную уже можно считать экс-фигуристкой, хотя она даже не успела вырасти в фигурном катании. Влюбила в себя всю площадку. Как Медведева дебютировала в роли актрисы. Чемпионка критиковала американский сериал о фигурном катании, а теперь снимается в российском проекте «Последний аксель». Евгения Медведева использует паузу в карьере на полную. Не имея возможности соревноваться, двукратная чемпионка мира активно выступает в шоу, участвует в рекламных кампаниях и даже попробовала себя в качестве актрисы. В сериале о фигурном катании «Последний аксель» Женя не только играет саму себя, но и консультирует авторов проекта. Так как же чемпионка оказалась на съемочной площадке? И чем ее не устроил американский сериал о фигуристах? Даже несмотря на пропуск соревнований, сезон у Медведевой получился насыщенным. Фигуристка вернулась к Этери Тутберидзе, поучаствовала в ледовых и телевизионных шоу, стала капитаном в командном турнире и заработала несколько новых рекламных контрактов. Евгения продолжает держать марку, оставаясь одной из самых востребованных фигуристок планеты. А теперь еще пробует себя и в киноиндустрии. В сериале «Последний аксель» о непростой судьбе провинциальной фигуристки, рвущейся к всемирной славе, Медведева сыграет саму себя и выступит в качестве консультанта. Помимо ученицы Тутберидзе, за фактчекинг в сериале будут отвечать ее мама Жанна Девятова и олимпийский чемпион Алексей Ягудин, которому также досталась роль хореографа. Медведева известна любовью к сериалам и тщательно следит за всеми новинками. 2 года назад Женя даже не удержалась от критики проекта Netflix, цепляясь за лед. Больше всего чемпионку задело, что фигуристы в сериале много выпивали. Женя не пожалела времени и записала 10-минутную лекцию об алкоголе в фигурном катании. После сериала Spinning Out многие у меня спрашивали, правда ли фигуристы пьют так много алкоголя. Напрямую спрашивали: «Евгения, а ты правда так много пьешь?» Видимо, люди сопоставляют. В сериале героиня идет к мечте, к Олимпийским играм, а я участвовала в Олимпийских играх. Героиня сериала чуть ли не каждый вечер приходила в бар и выпивала очень-очень много алкоголя. Это неправильно и это неправда. Фигуристы себе такого не позволяют. Не думаю, что кто-либо из спорта высоких достижений позволяет себе настолько расслабиться, возмущалась Медведева. Предметом шуток среди болельщиков фигурного стало и то, что, вцепляясь за лед, вершиной мастерства считался тройной тулуп. И это в эпоху, когда даже с одним четверным прыжком трудно рассчитывать на крупные победы. Пожалуй, сериал от Netflix – лучший аргумент в пользу того, что кинокартинам про спорт нужны профессиональные консультанты. Продюсеры «Последнего акселя» отнеслись к созданию сериала со всей ответственностью, а привлечение к проекту Медведевой помогло воссоздать мир фигурного катания с максимальной достоверностью. Фигурное катание – один из самых любимых в народе видов спорта, поэтому неточностей тут быть не должно. Евгения Медведева и ее команда нам очень помогли даже в таких нюансах, как взаимоотношения девочек-спортсменок в раздевалках, подготовка к выходу на лед, ритуалы перед или после выступлений. Все эти тонкости помогают сделать историю достоверной, рассказала продюсер Дарья Легани-Фиалко. Но на работе над деталями сценария Женя не остановилась. Недавно она сама вышла на съемочную площадку в роли камео. В первый съемочный день двукратная чемпионка мира исполнила красивый чувственный танец на фоне интерактивных экранов. Фигуристки сделали эффектную прическу с пышными кудрями, а выступала она в черном обтягивающем костюме. Как прошел съемочный день? Для меня необычно, немного нервничала. Но на съемочной площадке царит такая дружеская атмосфера, что уже непосредственно перед съемками расслабилась. И все нормально получилось. Тренироваться мне, конечно, привычнее, я не профессиональная актриса и не актриса в принципе. Но я старалась, сказала Медведева. Евгения произвела большое впечатление на создателей проекта. За ее выступлением внимательно следила вся съемочная группа. Евгения Медведева,
собственной персоной на последнем акселе. Консультант сериала, начинающая актриса, дива, камео. Влюбила в себя всю площадку, поделилась продюсер Екатерина Ласкари. Сюжет сериала не отличается особой оригинальностью. Фигуристка Катя приезжает в Москву после смерти отца-тирана, чтобы попасть в команду строгого тренера и выступить на чемпионате мира. Пока неизвестно, насколько масштабную роль в этом проекте сыграет Медведева, но можно сказать точно, что правки от Жени сделают этот сериал качественнее. А присутствие двукратной чемпионки мира в кадре наверняка привлечет к проекту повышенное внимание. Возможно, на это продюсеры и рассчитывали, приглашая Медведеву.